Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Duskwood. Да, снова продолжаем спокойненько себе кайфовать, играя в Duskwood. Совсем уже надо продолжать, я закончил с головоломками. В предыдущей серии Получается, мы разобрались с письмом как там его зовут, этого чувака. Мадругу, Теду Мадругу. Мы ему отправили письмо, посмотрим, получилось у нас или нет. Я не знаю, получилось или нет, я буду надеяться, что получится. И он все-таки нам даст полезную информацию. Ну или пошлет нас, я не знаю. Я не очень хороший составлятель писем. Из-за этого не знаю, каким образом надо было к нему обращаться. Посмотрим, что будет дальше. Предыдущую серию посмотреть, сейчас подсказочка должна будет вылезти, если не смотрели. Ну и в плейлист загляните, если вообще новенькие и смотрите с этой части, чтобы понимать, что происходит вообще. Доброе утро всем! Я немного подремал и теперь в отличной форме. Обращайтесь, если надо навалять кому-нибудь, какого-нибудь чудовища. Какому, например? Давай, я не буду говорить напористо. Давайте, немного подыграем ему. Как насчет того, который расхаживает по Duskwood'у в вонючей маске? Привет. О, Джесси радостная. Ну все, у нас Дэн потихоньку выздоравливает. Возможно, скоро его уже выпишут. Сколько он уже дней там сидит. Хорошо. Хорошо. Вас давно не было. Наверное, я тоже уснула. А мы, получается, наш главный герой вообще не спит ни хрена. Привет, Томас. Привет, Миллер. О, Джейк с нами. Что ж, продолжаем обсуждать. Продолжается долгая цепочка нашего диалога по расследованию. Продолжаем наш сбор данных. Как я вижу, все в сборе. Но о чем мы говорили? Подождите, а что было? Подожди. О машине Ханны? Джесси рассказала нам, что ездила к Айрис? Или я перебарщиваю? Кажись, к Айрис. Если, конечно, сейчас я не ошибаюсь чуть-чуть. Джесси рассказала нам, что ездила к Айрис. А, точно. О, не ошибся. Айрис рассказала нам, что ее дочь Дженнифер пропала в Duskwood'е 10 лет назад. Укладывается как раз-таки вы такое, можно сказать, 10 лет. Может, она вообще умерла ровно в новолуние, кто знает. Возможно, в новолуние. Позже оказалось, что ее сбила машина. Водителя так и не нашли. Но, как вы уже наверняка догадались, Ханна навещала Айрис. Ханна рассказала Айрис, что ее преследует тот же человек, который сбил Дженнифер. Подождите. Подожди. Так, у меня есть две теории вообще насчет всей этой фигни с Дженнифер. Первая моя теория, которая сразу появилась. Дженнифер вообще нахрен сбила именно Ханна. Именно из-за этого за ней охотятся. Ну, потому что причин больше нет. Этот убийца, он охотится за ней из-за какого-то грешка. И грешка очень сильного, возможно, и убийства. Очень вероятно. И вот еще причина, почему она говорит, что за ней именно охотится человек, который сбил Ханну. Чтобы, типа, отвести от себя подозрение, что именно она ничего не делала. Вот. Ну, и, может, ей помогли с большей вероятностью, ведь там за ней же, за Ханной, типа, охотится убийца Дженнифер. Или, возможно, Ханна не трогала Дженнифер, и по-настоящему, она невиновна, и, возможно, она совершила какой-то другой грех, который мог заставить убийцу так ее преследовать. Ну, или, возможно, это опять-таки просто камуфляж, и убийца охотится за ней чисто из-за того, что она там, может быть, видела, как он убил Айрис. Точнее, Дженнифер, путаюсь. Миллер и я очень удивились, узнав это. Не, это я не буду говорить, она не посоветовалась, она посоветовалась со мной. Я не буду ее прям как-то упрекать. У нас там диалог был. Миллер, можешь, пожалуйста, отправить в чат вторую страницу? Вторую страницу, где? Я была не одна, слава богу. Так, семья.
Дайте мне посмотреть-то весь этот... Подожди, вот первая, вот вторая часть документа. Это она. Облако, документ 2. Вторую страницу дневника. Да, все. Не торопитесь, прочитайте ее. Я знаю ее рассказ наизусть. Загадочное происшествие, что за семья? Нас так радушно встретила. У меня сердце кровью обливалось. А вот она и чувство вины. Непонятно, почему-то она испытывала вину. Не торопитесь, прочитайте ее. Готов. Готово. Благодаря визиту Джессики мы точно знаем, что произошло. Сейчас Джесси это не понравится, что он ее Джессикой называет, ну ладно. Основываясь на этой дневниковой записи, мы давно выяснили, что Ханна приезжала к Айрис. Но не понимали, зачем. Джессика! Джессика! Он всегда такой. Он всегда такой. О, Джессика. Меня никто так не называет. Мне очень нравится это имя. Давайте. Правда? Вот. Миллер. Ой, мы что-то запереписывались, даже Джейк заметил. Ну ладно. Ну ладно, может оно и правда не такое уж отвратительное. Отличненько. Так, диалог закончился. Так, благодаря этой незначительной детали. Также Ханна написала в дневнике про глаза изумрудного цвета. Благодаря этой незначительной детали мы определили, что Дженнифер Хэнсон дочь Айрис, а еще ей принадлежал таинственный браслет. Миллер, отправишь сюда фотографию браслета? Так, где эта фотка браслета? Сейчас еще. Ни хрена подобного, не то. Во-во-во. Фотка браслета, вот он. Браслетик. Как раз таки его нам Томас и показал. Невероятно. Это что такое? Вам столько удалось выяснить? Если подумать, меня тоже это удивляет. Я хочу кое-что сказать о браслете. Ну давай. Фото браслета, которое прислал Миллер, сделал я. Не знаю, как об этом рассказать, не выставив себя полным идиотом. Давайте ничего отвечать не будем. Я не буду его упрекать. Говори. Не прибиваю. В общем, если кратко. Из-за этого браслета я решил, что Ханна мне изменяет. Маловероятно, конечно, но вероятность была. И что она исчезла по вине этого любовника, кем бы он ни был. Я пробрался в ее квартиру и нашел браслет. И встретился там с Клео, которая тоже пробралась домой к Ханне. Только я там ничего не нашла, но начала подозревать Томаса, причем зря. Тьфу, почем зря. А потом Миллер показал браслет мне. И я вспомнила, что где-то его уже видела. На витрине ломбарда. Так мы и узнали, что Ханна, должно быть, купила его там. Вот так вот картинка складывается, все складывается в единую картинку. Ой, еще кое-что. Есть еще кое-что. Мы с Томасом ходили в тот ломбард. Кстати говоря, да. Там нам сказали, что это Фил сдал к ним браслет. Мой брат? Да. Но, честно говоря, подозрение с Фила это все равно снимает. Он в тюрьме находится. Он находился в тюрьме в тот момент, когда на Ричи напали.
это либо говорит о двух преступниках, что и маловероятно. Даже именно я именно очень сомневаюсь насчет двух преступников. И даже то же самое и Джейк. Я обычно постоянно ставлю мнение Джейка под сомнение, потому что он частенько может что-то упустить, но даже я именно сомневаюсь, что преступников двое. И скорее всего, это просто какая-то другая ситуация, и это не имеет отношения к тому, что Фил это преступник. Откуда у Фила браслет Дженнифер? Мне тоже хотелось бы это узнать. Обычно люди относят... Ой, шпионский режим. Ты же знаешь, что Ханна ни за что бы с тобой не поступила. Что... Тьфу. Блин, чертова кототейка. Ты же знаешь, что Ханна ни за что бы так с тобой не поступила. А ты понятия не имеешь, как странно она себя вела. Я же не просто так об этом думал. Ну, как говорится, да. Обычно люди относят в ломбард вещи, которые потом надеются выкупить обратно. Миллер пришел к заключению, что браслет должен был что-то значить для того, кто его продал. Я хотела сказать кое-что и другое. Владелец ломбарда рассказал, что Ханна тоже там была и спрашивала, кто продал ему браслет. И я совершенно забыла рассказать тебе об этом по телефону, Миллер. Так, ну значит, моя теория про то, что Ханна очень привязалась к браслету, подтверждается. Тогда почему нам ничего не сказал? Может, мне было стыдно. Слушай, я не хочу сейчас об этом говорить, ладно? Ладно, просто знай, что Ханна никогда бы тебе не изменяла. Миллер и я предполагали, что это может быть так. Возможно, это объясняет, почему Ханна хотела встретиться с Филом. Ханна также хотела узнать, почему Фил его продал. Что подводит нас к списку звонков с телефона Ханны. И сейчас мы найдем этот список телефонов. Где он? Детализация звонков. Детализация звонков Ханны. Отлично. Потихоньку уже почти все разобрали, осталось совсем чуть-чуть. Алан. Алан Блумгейт. Это список всех, с кем Ханна говорила в день своего исчезновения. Первым идет гараж Роджера. Ханне звонил Ричи, чтобы сказать, что она может забрать машину. Миллер тогда все у него узнал. У Ханны был поврежден поддон для масла. Но он не знал, как так получилось. Ричи не знал, куда Ханна потом поехала. Он не заметил в ее поведении ничего странного. Сказал, что она выглядела счастливой, как обычно. Все остальное неважно. Про чаевые забудем. Благодаря этому списку мы также знаем, что Ханна связывалась с полицией. И кто кому позвонил. Подождите, не ушел? Вот детализация звонков. Где вот он, Алан? Подождите, вот это вот гараж Роджеров гараж Роджера, именно Ричи ей позвонил, ведь так? Ханне звонил Ричи, вот. Ханна звонила Аллану. Ой, направление стрелочки, ой. Подождите.
Ричи звонил, гараж Роджера. Ричи ведь звонил, или какого хрена? Или я? Я тоже вечно путаюсь. Да, думаю, у меня в телефоне все наоборот. Это не так уж и важно. Какая разница, ты звонишь полиции или полиция звонит тебе? Получается, Ханне нужна была помощь? Что логично, учитывая все, что мы знаем. Следующим в списке идет мой брат. Это мы уже обсудили и, наверное, можем пока что пропустить. Подождите, я хочу кое-что сказать на этот счет. Я вела себя неправильно. Скажи, что хочешь сказать Джесси. Пускай она выговорится перед друзьями. Я понимаю, почему вы начали подозревать Фила и исключили меня из обсуждения. И я, конечно, продемонстрировала, что не могу мыслить объективно, когда дело касается Фила. Я была так зла и разочарована. А потом я вылила весь негатив на тех, кто этого не заслуживал. Простите меня, простите, пожалуйста. Мне очень жаль. Мы все понимаем, Джесси. Да, не переживай. Хорошо все, что хорошо кончается. Отличненько. Ну что ж, уладили этот конфликт. Спасибо, ребята. Вы лучшие. Отлично. Кажется, 4-м номером иду я. Я хотел встретиться с Ханной, поэтому мы созвонились. А о самом важном скажешь? А о самом важном скажешь? Мы поссорились незадолго до ее исчезновения. Ну и из-за браслета, понимаете. Ханна довольно странно вела себя по отношению к Томасу. Но во время звонка она вела себя как обычно. Но я уже это говорил. Не написано, кто звонил последним. Потому что это был наш хакерок. Сказать, что казалось. Подожди, последний... У нас есть вообще детализация звонков? 16:035, 9... О, 9 минут. Ну, возможно. Мне тоже всегда так казалось. Нет, это не мой номер. Мой номер действительно есть в списке. Но я удалил его, прежде чем отправить список тебе, Миллер. Ну, я тут спрашивать не буду. Я понимаю, почему он это сделал. Я абсолютно это понимаю. Ну тогда чей же это номер? Мы еще не успели это выяснить. Я звонил на него несколько раз, телефон включен, но никто не берет трубку. Может, кто-то из вас узнает этот номер?
Я его раньше не видела. Я тоже. Я тоже. Есть идеи, кто это может быть? Да. Подождите, а кто это мог быть? Эми Белл Льюис. Или доктор Ульрих Барретт. Кто это может быть? Кто это может быть? Кто это может быть? Кто это может быть? Вопрос. Подождите, запись звонка мы уже отправляли. Скорее всего, Эми Белл Льюис? Если, конечно, я сейчас не ошибаюсь. Ошибся? Почему именно Эми? Интуиция. Мы еще узнаем, что к чему. Но что-то мне кажется, что это Эми Белл Льюис. Потому что доктор маловероятно, я что-то сомневаюсь. Сомневаюсь. Осталась только одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Вот насчет Эми Белл Льюис, потому что они связаны. Доктор, он доктор просто. Я не знаю, зачем Ханне звонить ему. О, я улучшил качество скриншота Клео. Дженнифер Хэнсон. Напоминаю. Картинка сложилась наконец-таки. Подожди, а его фотография сохранилась? Я могу ее потом увидеть? Да, мы можем потом скриншотик сделаю. Это скриншот программы новостей, в которой впервые публично назвали личность погибшей, чье тело нашли в Дасквуде. Полиция не стала комментировать возможную связь между Эми и Ханной. Но мы знаем, что у Дженнифер и Ханны было что-то общее. Следовательно, мы обнаружили связь между этими двумя делами. Ты молодец, Джейк. Тут ничего не скажешь, он частенько нам помогает. Угу. О, отношения реально дружеские, это радует. Итак, Эми Белл Льюис нашли рядом с мемориалом Дженнифер Хэнсон. Подожди-ка! Получается, теория о двух преступниках, получается, Ханне, опять-таки, дополняя теорию с убийством Дженнифер Хэнсон, Ханны, получается, Эми Белл Льюис убила тоже. Может быть, она же... Ее сбила машина. Возможно, Ханна вместе с Эми ехали в машине и сбили эту Дженнифер Хэнсон. И именно поэтому этот убийца, решил их убить. Он убил сначала, он убил и Эми у могилы, а потом похитил Ханну. И, скорее всего, он ее тоже убьет. 100%. Только вот непонятно, почему он ее держит. Возможно, мучает, но ладно, это все уже потом теории. Если Эми замешана в смерти Дженнифер, то становится понятно, при чем здесь человек без лица. Хочешь сказать, он своего рода мститель? Именно, он нарочно оставил Эми там, ссылаясь на смерть Дженнифер. Интересная мысль. А вот тут я согласен. А вот тебе и мотив убийцы. Мотив убийцы появляется, и понятно, почему он так яростно хочет все довести до конца. И убивать он никого не хотел. Он же сам постоянно говорил, что убивать наш кружок юных сыщиков он не хочет, так как мы не имеем отношения к преступлениям. Но он предупредил, что он нас убьет, если мы подойдем слишком близко к черте. Он нас убьет. Вот Ричи пошел в расход. И все остальные тоже. Но почему человек без лица начал мстить лишь 10 лет спустя? Ну, тогда преступник так и не поймали. Может, тот, кто скрывался под маской, провел свое собственное расследование, чтобы найти убийцу и, наконец-то, что-то узнал? А может, он специально ждал момента? Вдруг это какая-то важная дата. Во. Возможно, дата тоже важна. Да, может быть и так. По правде, эти две теории можно совместить. Убийца мог, попутно ждав этой даты, рыться к правде и узнать больше об убийцах Дженнифер.
об убийце Дженнифер, этих двоих, он следил бы за ними все это время, попутно дожидаясь нужной даты, возможно, символической даты. Может быть, новолуние, возможно, новолуние, может быть, какое-то другое событие, которое очень сильно связано с убийством. Слушайте, успокойтесь, Эми же пропала не в первое новолуние года, так? Ценное замечание. Ну а при чем здесь Ханна? Ханна замешана в преступлении, я так считаю. Она замешана. Тогда бы ее нашли с Эмми. Вы же говорите, что человеку без лица важно, чтобы все понимали, почему он совершает преступление. В любом случае, Миллер и я хотим продолжить расследовать случай Эми Белл Льюис. Как видите, там пока мало что удалось узнать. Тем не менее, эта зацепка может стать очень важной. Ребята, вы тоже можете помочь. Может, вы порасспрашиваете своих доскутских друзей о ней. Итак, мы обсудили все важное. Разве кто-нибудь хочет что-то добавить? Ну, я забыла сказать, что автомобиль, который был замешан в той аварии, это EMC Гремлин. Я забрала документы из гаража Роджера. Может, мне удастся найти в них владельца машины. Джейк, Миллер, может, стоит что-нибудь рассказать о Тодде Мадруге, о Тедди Мадруге? Да, я скажу пару слов. Лили нашла в почтовом ящике Ханны бланк заявки на посещение заключенного. Мы хотели узнать, почему они собирались встретиться. Хорошо, судя по всему, мы закончили. Мне тоже так кажется. Ну что ж, расследование полностью разложено по полочкам. Если вспомним что-нибудь еще, просто напишем здесь. Отлично. Спасибо, что согласились нам все рассказать. Спасибо, что выслушали. Я всегда держу телефон под рукой. На случай, если произойдет что-то еще. Отлично, у нас как раз таки под конец серии закончилось расследование. Мы наконец-то все разложили, и дальше пойдут новые события наконец-таки. Пожалуйста, ребят, будьте осторожны. Может, нам всем сегодня вечером лучше оставаться дома? Оставаться дома? Да, у меня все равно больше никаких дел. Тогда до связи. До связи. Что ж, мы заканчиваем данную переписку. Данная часть игры закончена. Можно еще поболтать с Джейком. Как думаете, еще поболтаем? Ну давайте еще чуть-чуть поболтаем. Как ты? Давай узнаем его самочувствие после этого. Не знаю. А ты как? Я чувствую облегчение. Ну да, мы наконец-то свалили весь этот груз тайн с наших плеч. Тогда я тоже. Мы так долго держали все это в секрете. Без устали собирали информацию и берегли ее, словно сокровище. Теперь все иначе.
Я понимаю, о чем ты. Признаюсь, я немного горжусь нами. Мы многого добились. Мы многого добились. Это действительно так. Ну что ж, да. Вот так вот заканчивается наш маленький переписончик. А дальше, вот что нашел Джейк, мы узнаем уже в следующей серии. Буду надеяться, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Да, пока что, пока мой ноутбук не восстановится или я не получу новый, более улучшенный, видеоролики будут пока что только по телефону, так как я не могу нормально разобраться со звуком на компьютере. Он говняный, не знаю почему, у меня все слетело нафиг. А кормить вас говняным звуком, еще более говняным звуком не хочется все-таки. Потому что это вообще будет боль для ушей. Из-за этого пока что только игры на телефоне. В этот раз под этой серией или под серией Тумана, которая пойдет следующей, я напишу все-таки уже комментарий с просьбой даровать мне какие-нибудь телефонные игры, если у вас таковые есть, чтобы мы их могли добавить к себе в прохождение. Все-таки надо как-то разнообразить контент, а не кидаться одними и теми же играми, так как к ним интерес начнет потихоньку угасать. Пишите также в комментариях свое мнение, предложение, как можно улучшить канал. Я буду очень рад именно выслушать вашу критику и предложение, как именно сделать так, чтобы исправить эти небольшие допущения. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. И не забывайте, разумеется, жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете, поддержите видеоролик, ну и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!